Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же будет ей ответочка за вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Кто хочет на личный расклад записаться, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Ну, вы такой товарищ с характером, я вам скажу. Вы, возможно, даже у кого-то проиграется огненного знака зодиака. Вы бываете, знаете, вот когда особенно вас вывести, ой, мало будет, места мало и земли будет всем. Вы будете так, как реально огнедышащий дракон. Вы терпите до поры до времени, но потом вас как прорвет, все, пружина выстрелила, и тут под раздачу попадут все. Хотя по жизни, в принципе, вы довольно мирный человек. Но вы такой, который, знаете, вот будет терпеть, это все накапливается, а потом вы выстреливаете, и здесь просыпается такой дракон. Вы человек очень такой колкий на язычок. Я не скажу, что вы тихоня. Вы всегда можете дать отпор. Вы можете человека, вот если нужно, подколоть, уколоть. Но опять же, это бывает редко, но метко. Вы не любитель кого-то обижать. Нет, не в этом смысле. Также вот если вы влюбляетесь вообще вот по жизни, да, вот какой вы, то для вас вот если одна женщина, то это одна. Вы если любите, то здесь про измену вообще речь не идет, потому что ну, у вас даже в голове как-то не укладывается, как можно любить и изменять, правда ведь? Напишите в комментариях, вы со мной согласны, что когда любишь, то ну, изменять, ну это просто нереально, даже мысли такой не возникает. Я скажу вам, что иногда вас жизнь ставила в такие довольно тупиковые ситуации, когда приходилось решать и делать какой-то очень важный выбор, да, возможно, между какими-то важными вещами. Порой жизнь заводила вас в такие жизненные тупики, у каждого это будет по-своему, у кого-то, допустим, тупик, как двигаться дальше, куда идти, куда податься. У кого-то проблемы с работой, у кого-то проблемы были после развода, да, вот, допустим, с женщиной связано, когда вся жизнь останавливается, и ты не знаешь, как двигаться дальше. Однозначно у многих из вас проиграется, что жизненный тупик был связан как раз вот именно с женщиной, с расставанием с женщиной. Причем эта дамочка большая любительница денег и красивой жизни была. Здесь вы, конечно же, разъехались с этой женщиной, поэтому у вас и встал такой вопрос, как жить дальше, да, может быть, уехать, переехать и вообще сменить и кардинально поменять всю жизнь. Напишите, у кого проигрывается такая ситуация. Далее, смотрите, ребят, я вам скажу, что вот вы когда любите, то вы любите настолько сильно. Вот вы каждую свою женщину, вот, ну, опять же, у кого-то была одна женщина, ну, семья, я имею в виду, да, у кого-то две, у кого-то больше там. И каждый раз, вот вы, когда начинали отношения, вот вы всегда думали, что это одна, единственная, неповторимая, да, вот до конца жизни. Вот как-то вы настолько вкладываетесь всегда в отношения, вы и романтические поступки делаете, вы умеете и подарки делать, и сюрпризы. Вы готовы ради женщины вообще вот по жизни, да, работать, ну, до седьмого пота. В принципе, вы это и делали. Я скажу, что в вашей жизни были такие периоды, когда, ну, реально настолько вот сгущались грозовые тучи над вами, что порой, казалось бы, выхода нет, но вы как-то, вот знаете, как будто это любимчик судьбы, либо же, я не знаю, в рубашке, может быть, вы родились, что какие-то такие вот нерешаемые ситуации вы все-таки решали и находили выход из любой ситуации. Другой человек бы опустил руки, уже там, я не знаю, в депрессию впал бы. Кстати, развод вы тоже очень тяжело переживали. Но, тем не менее, кто-то сейчас, возможно, да, переживает. Тем не менее, вы выкарабкались, вы, знаете, вот нацелены все равно на будущее. Вот на будущее, но уже в позитивном ключе. У вас есть люди, которые не дадут вам упасть.
у вас есть верные такие, ну, то ли друзья, у кого-то коллеги, да, с которыми вы можете очень близко поделиться, и вам всегда помогут. Кто-то делом, кто-то советом, кто-то финансами, да. Очень неплохие у вас отношения есть с кем-то вот на работе. Особенно, я думаю, там какой-то один человек есть, с кем вы, ну так, довольно либо же близко общаетесь, может быть, приятельствуете, да, кто-то в паре, может быть, работает, и такие рабочие партнерские, ну, рабочие дружеские отношения. Дружить вы умеете, вы умеете, знаете, вот и отдавать друзьям, вы умеете и повеселиться, и погрустить. Вы, в принципе, такой парень талантливый. Вот как ни крути. Единственное, что я не вижу как-то радости у вас по поводу личной жизни. Потому что те из вас, кто сейчас, допустим, вот находится в отношениях, да, вот, потому что у нас общий расклад, я вам скажу, что эти отношения вам радости не приносят. И у многих из вас вот ну так, появляются мысли, вы задумываетесь о том, что может быть разойтись, что дальше так продолжаться не может, да, вот в таком ключе. Напишите, вот кто живут, допустим, в отношениях сейчас, либо же семья, есть ли у вас такие мысли. У тех, кого нет сейчас отношений, да, вот, ну, как-то вы особо и не паритесь по этому поводу. Вот не паритесь. С одной стороны, вы уже как-то и привыкли один. Вы привыкли кайфовать от того состояния, когда вам никто ничего не указывает, да, вот что делать, куда пойти, куда потратить деньги. Да, бывает иногда у вас такая грустинка от одиночества, не без этого. Я не скажу, что вы кайфуете от одиночества, но уже привыкаете, потому что многие из вас, я думаю, уже, ну, годами, наверное, у каждого, конечно, свой срок будет, вы уже довольно длительный период находитесь один, ну, живете один, я имею в виду, да, просто вы уже привыкли. Но, конечно же, вы бы не отказались от хорошей женщины, да, вы бы, конечно же, и жили вместе, но если бы вот в вашей жизни встретилась хорошая, достойная женщина. Но пока я не вижу, чтобы она встретилась. То, что у кого-то там романы из вас, но вы понимаете, что роман и серьезные отношения – это две большие разницы. Давайте смотреть, кто же пришел к нам на расклад и какая же ответочка будет за вас. К нам пришла снежная королева, которую вы когда-то любили. Возможно, кто-то еще не разлюбил. С этой женщиной, конечно же, была любовь. Было все хорошо, было все красиво, но это было давно и неправда, да? Это было так давно, что, казалось бы, уже 100 лет прошло с тех пор. В каком-то смысле, да, вы вспоминаете. Периодически вы возвращаетесь мысленно к тем временам, когда все было именно хорошо. Особенно это касается тех, у кого сейчас вообще абсолютное затишье в личной жизни. Вот вы еще полностью не отпустили свою женщину. Вот не отпустили. И когда вот вам бывают такие минуты грустинки, да, когда вам становится иногда одиноко, когда вас накрывает вот так вот воспоминаниями, да, вы, конечно же, вспоминаете, вы анализируете, вы думаете, вы размышляете, вот почему так все получилось, ведь было же все хорошо когда-то, да. Кто прав, кто виноват. Но здесь такой самоанализ происходит. Здесь много чего в вашей головушке творится. Но я вам скажу, что эта женщина, в принципе, не изменилась. И после вашего разрыва она ведь другой не стала. Она как была снежной королевой, она такой и осталась. Я не вижу, чтобы она кому-то, знаете, так, ну, делала снисхождение, что ли. Она очень хочет встретить мужчину, который даст ей все. Вот просто все, что она хочет. Ну, хотеть не вредно, как говорится, да. Смотрите, обраточка у нее уже началась, потому что, ну, хотеть-то она хочет, но на самом деле она себя чувствует очень одиноко. Я знаю, что вы мне можете некоторые написать, что вот она в отношениях. По этому поводу я вам говорю, что в этих отношениях, даже если у кого-то из вас она и действительно там либо живет с кем-то, поскольку это общий расклад, то я вам скажу, что в этих отношениях она точно так же чувствует себя одинокой. Знаете, одиночество вдвоем – это еще страшнее, чем быть одному.
Потому что вроде бы у тебя есть человек, но ты его терпишь просто либо за деньги, за подарки, там, за жезлы, еще за что-то, понимаете? Поэтому у нее уже бумеранг начался. Во-первых, у нее не стоит очередь из мужчин, как она это думала. Да, у нее периодически жезлы проскакивают, но это все не то и не то, что она хотела. Ей-то хотелось императора. Ей-то хотелось, чтобы она так щелкнула пальцами, и у нее завтра шуба норковая, да? Ну, я утрирую, но тем не менее. У нее, вот знаете, как-то начинает даже падать немножко самооценка. Там-то корона еще есть, но уже начинает немножечко она так приспускаться. Причем она даже думает о том, ну как бы планирует, да, она мечтает о том, чтобы даже вот выйти замуж за императора какого-то, да, за мужчину, который действительно там статусный, богатый, да, вот в таком ключе. Ей очень хочется красивой жизни, ей очень хочется, чтобы она была такая, знаете, ну чуть ли не повелительница мира. Вот как она скажет, так и будет, вот в таком ключе. Она вообще с мужчинами, знаете, она как-то вот себя ведет, вот даже которые такие жезлы у нее проскакивают, она себя ведет настолько, ну как-то неуважительно, что ли. Особенно вот если она знакомится с мужчиной, и она понимает, что у него, ну, деньжат маловато, да, если она понимает, что он не может ей дать то, что ей хочется, она вообще начинает человека там унижать, оскорблять, да, вот она начинает себя так, ну, как-то неподобающе вести, что от нее просто бегут. Вот бегут те жезлы, которые могли бы, возможно, там что-то с ней замутить и что-то ей дать, понимаете? Она настолько человек, который не думает, что она кого-то обижает, она не думает о том, что она сама вот своим характером, своим поведением, она перечеркивает все. И плюс она не думает о том, что многие обеспеченные мужчины, особенно поначалу, да, они могут притворяться, что вот у меня денег нет, да, простенько там оделся, пришел на свидание, там приехал на каких-то, я не знаю, старых «Жигулях», либо же вообще сказал, что у меня машины нет, да, а у самого там автопарк стоит. Она об этом не думает, что мужчины довольно умные и точно так же развитые и могут на раз-два просчитать вот таких вот корыстных девочек. Вот напишите, ребят, я уверена, что среди вас есть такие, да? Вот реально приходишь там на первое свидание, простенький, там, я не знаю, какие-то джинсики простенькие, да, очень так скромно одетый, хотя там и Rolex, может быть, кто-то носит, и джипы, и все что угодно в гараже стоят, да. Но, тем не менее, вот она себя выдает, а вот она выдает себя сразу же, вот сразу же она своим поведением выдает. Ее имеют по полной программе мужчины. Вот, ну, реально, это та история, когда поматросил и бросил. Вот мужчины за вас отрываются. Вот это, знаете, как будто вот сама Вселенная, вот я не знаю, вот так сложились как-то звезды, что ли, что так вот с ней происходит. Вот как она вас обижала, теперь вот обижают ее. У нее были случаи, когда мужчины ее очень некрасиво бросали. Вот реально. Вот когда поматросил, на утро она встает, а его нет, да? Еще, знаете, бывают случаи, вот, ну не знаю, конечно, может быть, у нее такой был. Я просто слышала о том, что мужчины некоторые, когда видят таких женщин, да, корыстных, они их настолько вот используют жестко, да, что, допустим, ночь провел, а утром оставил там на подушке записочку, что худшей любовницы в моей жизни еще не было. Либо же, да ты же никакая вообще, да? И все, иритировался. Ну, то есть, здесь я не исключаю, что и такие моменты могли быть. Но за что боролась, на то и напоролась. А знаете, от нее как-то еще начинают даже отворачиваться приятели, вот друзья. Вот она как-то становится все больше одиночкой. Она настолько несет холод, что ли, вот какая-то вот даже энергетика у нее холодная, что ну, люди не хотят с ней особо дружить. Вот не хотят особо общаться. То ли это такая манера поведения высокомерная, то ли она себя действительно так неподобающе вообще со всеми людьми ведет. Потому что я боюсь, что она, ну, чем старше становится и ближе к старости, она вообще останется одна. И, кстати, даже если вот у кого есть дети, она может своим таким вот жестким, холодным отношением даже к детям
она может и детей от себя отвернуть. Вот просто отвернуть. Дети просто будут на вашей стороне. У кого-то, возможно, уже дети на вашей стороне и осуждают поведение своей матери. Поэтому, ребят, знаете, это та история, когда скажите слава Богу, что я от такой отделался. Вот честное слово, я понимаю, что некоторые, может быть, любят до сих пор. Ну, просто сядьте и здраво подумайте. Вам нужна такая женщина, которая будет обманывать, предавать, унижать, да, вот все то, что она делала раньше, только это может еще приумножиться. Потому что если вы вернетесь и вы простите вот такую женщину, она еще больше сядет вам на шею, вы же понимаете. То есть здесь барзометр будет еще больше зашкаливать. А так покажите, вот покажите ей, что вы счастливы. Потому что у многих из вас есть, ну, либо же общие знакомые, друзья, да, либо же вы там где-то недалеко живете. Ну, даже в конце концов вы можете в соцсетях выставить какую-то фотографию свою с женщиной, да. То есть вы покажите, что вы счастливы без нее, вам классно без нее. Это будет самая такая лучшая, ну, не месть это назовем, да, месть, как-то я не люблю это слово. Но вы покажете, что вы без нее не погибли, что вы без нее там ни с голоду не умерли, и вообще ваша жизнь еще лучше стала без нее. Это будет такая обраточка для нее, это будет такой бумеранг, потому что вы же знаете, что многие женщины, когда расстаются, говорят: да ты без меня пропадешь, да что ты там из себя представляешь, да ты никто и ничто. А вы покажите обратное. Вот любым способом покажите, чтобы до нее дошла эта информация, что вам классно, вы кайфуете, что жизнь прекрасна, да, у вас любимая женщина, у вас все хорошо. Для нее это будет мощнейший удар просто. Поэтому, ребят, настрой на позитив, настрой на все хорошее, да, и притягивать будем только хорошее своими мыслями, чувствами и действиями. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!